Зевс, Посейдон и Аид были верховными богами Древней Греции. Аид правил царством мертвых, Посейдон хозяйничал на морях. Но самым главным среди них был сидящий на троне Олимпа Зевс-громовержец. Зевс был известным гулякой. Будучи женатым на прекрасной и величественной Гере, он то и дело норовил сходить налево. Причем прелюбодействовал громовержец как с богинями, так и с обычными смертными. Было у него от этих связей несметное количество внебрачных детей. Из смертных самыми знаменитыми являются Геракл и Персей. Персей – это который победил Медузу Горгону. Гере любвеобильность мужа, естественно, нравиться не могла. И вот, в один прекрасный день, заручившись поддержкой Посейдона и Аполлона, она подняла мятеж. Однако попытка оказалась неудачной, за что Зевс в наказание подвесил взбунтовавшуюся жену между небом и землей, а ейных бестолковых подельников заставил строить Троянскую стену. Именно из-за того, что эту стену строили боги, она была неприступна. Никто и никогда не покорял троянцев. Ну, кроме Геракла. Но этот вообще всех побеждал. О том, как Геракл сломал неломаемое, а также как усадил на трон Трои Приама, мы расскажем в следующей серии. Однажды Зевсу предсказали, что от его внебрачного союза с богиней родится сын, который будет сильнее его самого, что грозило громовержцу свержением с насиженного трона верховного божества. И на многие лета Зевс лишился покоя. Единственным, кто знал, что это за богиня, был Прометей, который на тот момент не одно тысячелетие по воле Зевса висел прикованным к скале за то, что раздавал огонь кому попало. Зевс амнистировал Прометея в обмен на тайну. Злосчастной богиней оказалась Фетида. У ней на роду было написано, что ейный сын будет сильнее своего папки. Прометей дал Зевсу толковый совет: выдай Фетиду замуж за славного воина Пелея. От этого брака должен был родиться великий воин. Ну, Зевс так и сделал. Именно с момента свадьбы Пелея и Фетиды начинается история самой великой войны Древней Греции. В пещере кентавра Херона по случаю свадьбы Пелея и Фетиды были устроены праздничные мероприятия. На попойку заявились все боги Олимпа. Не позвали только богиню раздора Ириду. Баба она была вздорная, могла испортить праздник. В самый разгар торжества обиженная Ирида метнула в толпу гуляющих яблоко из садов Гесперид с припиской по контуру плода «Прекраснейшей». Профессиональный навык богини раздора сработал. Среди представительниц слабого пола тут же приключилась свара. Жена Зевса, Гера, воительница Афина и богиня любви Афродита сцепились за право обладания статусным фруктом. Выдрав друг у дружки некоторое количество волос, под аккомпанемент истошных взвизгиваний богини обратились к Зевсу. «Слышь, рассуди, кто наиболее достоин яблока». Суровый Зевс, не желая участвовать в бабских разборках, вручил яблоко Гермесу и дал команду убрать предмет раздора, а заодно и скандальных богинь с глаз долой. Гермес метнулся в окрестности Трои. Там, на лугу с овечками и пастушками, резвился сынок местного царя, красавчик по имени Парис. В свое время злые языки нашептали отцу Париса, Приаму, что сынишка его, как только подрастет, так и доведет Троянское царство до Цугундера. В заботах о судьбе веренного ему Гераклом государства Приам велел вывести Париса в лес и там потерять. Но Парис
теряться не стал. И, прибившись к медведям, провел вполне себе счастливое детство на природе. Вот до этого крайне рассудительного джентльмена и докопались богини со своим яблоком. В надежде разрешить спор в свою пользу, Гера обещала Парису власть над всей Азией, Афина – воинскую славу и победы, а Афродита пригрозила любовью самой прекрасной из смертных. Парис возбудился и с дуру отдал яблоко Афродите. С тех пор он пользовался исключительным расположением богини любви. А вот Гера и Афина возненавидели и Париса, и Трою, и всех троянцев до кучи. Но и, само собой, ненависть богинь ничего хорошего Троянскому царству сулить не могла. Между тем, по примеру греческих товарищей, Приам решил учинить у себя в царстве Троянские игры. Парис на них заявился и тут же всех победил. В момент награждения победителя его опознала прорицательница Кассандра. Приам, на радостях, что сынок мало того, что не сгинул в лесной чаще, а даже наоборот, эван какой чемпион вымахал, моментально забыл о предсказании, сулившем гибель его царству, и на радостях назначил Париса на должность царевича. С момента заключения сделки промеж Парисом и Афродитой прошли годы. Богиня любви не забыла о своем обещании и в один прекрасный момент, заявившись к Парису, велела ему собирать манатки и чесать за Еленой Прекрасной. И не куда-нибудь, а прямо в Спарту. Спартой на тот момент рулил царь Менелай. Великолепный боец, доблестью и воинскими подвигами снискавший расположение прекрасной Елены. В свое время Менелая Елена выбрала себе в мужья. И это при том, что достойных конкурентов было шквал. Многие герои Греции претендовали на руку прекраснейшей из смертных. Батька Елены, Тиндарей, даже опасался, что, выдав дочурку замуж за одного конкретного достойного грека, он навлечет на себя гнев остальных достойных греков, которые подобное решение не оценят и в припадке чувств по старой доброй древнегреческой традиции устроят резню. Самый прошаренный из соискателей руки и сердца Елены, Одиссей его звали, надоумил Тиндарея поступить следующим образом. «Пусть, — говорил Одиссей, — прекраснокудрая Елена сама решит, чьей женой она хочет стать. А все женихи пусть дадут клятву, что никогда не поднимут оружие против того, кого Елена изберет в мужья. А как раз наоборот, всеми силами будут помогать ему, если он в случае беды призовет их на помощь». Ну, в итоге Менелай стал мужем Елены, а остальные герои связали себя нерушимой клятвой. И вот, прикатившего в Спарту Париса Менелай принял с уважением, как дорогого гостя. И даже отбывая по своим неотложным царским делам на Крит, спартанский царь велел своей жене Елене лично заботиться о дорогом госте и тщательно следить, чтобы он постоянно был сыт, пьян и чтобы все его потребности были удовлетворены. И то ли Елена поняла наказ мужа слишком буквально, то ли божественное колдунство Афродиты сыграло свою роль, но как только Менелай отчалил, барышня вступила с Парисом в связь интимного характера, а немного погодя, вообще сбежала с ним в Трою. Разгневанный наглостью дорогого гостя Менелай призвал на помощь своего старшего братишку Агамемнона. Тот, предвидя нехилую зарубу, напомнил героям Греции про их клятву, в случае чего всем вписаться за Менелая. Надо отдать должное сообществу древних героев. Из всех вписавшихся попытался слиться только один. Самый хитрый, который и придумал этот трюк. У этого самого Одиссея недавно родился сын, и он как-то не горел желанием ехать за 3-9 земель к неприступному городу и там рубиться насмерть из-за чьей-то неверной жены.
Авантюра мало того, что сомнительная, так еще и по ходу дела крайне долгоиграющая. А кто все это время будет заниматься воспитанием сынишки? Царь Итаки включил дурака и устроил балаган. На показ запряг в плуг вола со ослом и начал пахать целину. Для полноты картины, бросая время от времени плуг и бегая по пашне, Одиссей сеял соль. Но толковый эвбейский царь Паламет тут же сообразил, что Одиссей симулирует сумасшествие, пытаясь таким образом откосить от призыва, и мастерски разоблачил свежевылупившегося папашку. Паламет подкрался и швырнул новорожденного сына Одиссея прямо под плуг кривляющегося царя Итаки. Продолжить валять дурака означало собственноручно умертвить наследника. На такое Одиссей пойти, конечно, не мог. Ну и, горько покаявшись перед братвой, согласился принять участие в походе. Но гадскую выходку Паламеда он запомнил и не простил. На каждого хитрого Паламеда есть еще более хитрый Одиссей, который в ходе многолетней войны за Трою вполне способен, улучив момент, подбросить в шатер эвбейского царя троянское золото и, обвинив его в измене, добиться, чтобы Паламеда казнили. Собрав невиданного доселе размера греческую армию, Агамемнон решил перестраховаться. И, чтобы победить всех наверняка, отправил Одиссея вербовать Ахиллеса. Мать Ахиллеса, богиня Фетида, в сынишке души не чаяла и всячески старалась его обезопасить. Крепко держа родное чадо за пятку, она обмакнула перспективного мальчонка в речку Стикс. Омытые водами Стикса части тела пацана стали мечи, стрела и копья непробиваемыми. А вот с Ахиллесовой пятой в дальнейшем случится конфуз. Прознав у знакомого оракула, что вернуться из троянского похода Ахиллесу не светит, Фетида тут же припрятала сыночка на острове Скирос у царя Ликомеда. Будущего героя нарядили девчонкой и поселили вместе с царскими дочерьми. Но подосланный Одиссей и сам был на выдумке гораст, так что вычислил переодетого Ахиллеса на раз. Нарядившись торговцем, Одиссей вывалил перед дочерьми Ликомеда ворох украшений, а вместе с украшениями вывалил и несколько заточек. Загодя проинструктированные подельники Одиссея разыграли сценку нападения на Скирос, и мелкий Ахиллес тот же схватился за нож, чем себя и выдал. Ну, деваться некуда, надо ехать на войну. Вот так Ахиллес во главе кодлы мирмидонов специального назначения присоединился к армии греков. Гигантская армада из 1186 боевых кораблей, под завязку набитая вооруженными до зубов греками, отчалила спросить с троянцев за косяк Париса. Ну, по пути, как водится, кто-то потерялся, кто-то отстал, но в общем и целом добрались благополучно. По прибытии на берегу греков уже поджидало войско троянцев во главе с царевичем Гектором. Предписание оракула обещало удивительную вещь. Первый, ступивший на неприятельскую землю, с большой вероятностью врежет дуба. Так что в битву на берег никто особо не рвался. Ну вот, как поднять бойцов в атаку и при этом самому не склеить ласты в первом же сражении? Все разрулил уже успевший отличиться нестандартными решениями сложных задач Одиссей. Швырнув на берег щит, бодрый царь Итаки ловко на него спрыгнул, чисто технически не коснувшись модной сандалий троянской земли. Следом за ним с воинственным ревом с корабля десантировался Протесилай и тут же пузом напоролся на копье Гектора. Завязалась кровавая битва. Во главе греческих войск отчаянно рубились Агамемнон, Менелай, Одиссей, Диамет и Аякс Теламонид, позывной Великий. Но боевая удаль этих мощных парней
меркла на фоне ярости Ахиллеса. Со стороны троянцев особо отличились Гектор, Парис и Эней. Но греки с боем оттеснили троянцев с берега и закрепились на местности. 9 лет кровопролитных сражений принесла интрижка Париса и Елены. За время боевых действий множество героев и с той, и с другой стороны отъехало в мрачное царство Аида. Но не только смертные участвовали в тех сражениях. Под видом поддержки той или другой стороны друг с другом сводили старые счеты и боги. Регулярно сталкивались на поле брани Арес и Афина. Победу в этих стычках зачастую одерживала дама. К стыду бога войны били его не просто так, а с унижением, и, я бы даже сказал, с особым цинизмом. Был случай, когда Афина вложила божественную силу в руку греческого героя Диомеда, и тот буквально насадил Ареса на копье, после чего бог войны бежал с позором на Олимп. Диомед вообще был любимцем Афины, и она частенько задействовала его, проворачивая подобные трюки. Например, тем же макаром, что и Арес, посредством заколдованной руки и копья, была нахлобучена сама Афродита. На 10-й год войны в греческих рядах случился раскол. Повздорили Агамемнон и Ахиллес. Подорвала боеспособность измотанного войска, как водится, женщина. Как будто мало было грекам уже идущей многолетней кровавой бани из-за бабы. А дело было так. Агамемнон прогневал Аполлона тем, что не захотел отдавать его жрецу дочь, захваченную в плен. Жрец настучал богу, а тот в отместку наслал на греков мор. Многие тогда скончались от неизвестной болезни. О причине эпидемии прознал Ахиллес и при пацанах потребовал от царя царей, чтобы тот не выпендривался и вернул дочь отцу. Агамемнон вернул девушку, но под шумок забрал у сына Пелея его наложницу Брисеиду. Ахиллес от такой дерзости опешил и уже готов был обнажить меч против своего верховного главнокомандующего. Но тут подключилась Афина Паллада, и неизбежной зарубы таки удалось избежать. Но после этого инцидента оскорбленный Ахиллес и его мирмидонцы отказались сражаться за Агамемнона. Попросил он свою мать, богиню Фетиду, вознестись на Олимп и уговорить Зевса, чтобы тот благоволил троянцам до тех пор, пока Агамемнон не придет просить прощения у Ахиллеса. Зевс выслушал Фетиду и согласился исполнить просьбу ее сына. Призвал громовержец бога вещих снов Морфея и повелел ему послать Агамемнону ложный сон, в котором пообещал скорую победу грекам. На следующее утро греки, воодушевленные ложным вещим сном, предвкушая скорую победу, подступили к стенам Трои, у которых их уже поджидало вражеское войско во главе с Гектором. С обеих сторон присутствовали боги, готовые вступить в схватку. Парис, прознав от Афродиты, что среди греков теперь нет Ахиллеса, преисполнился внезапной отваги и заявил, что готов накостылять любому бойцу греческой армии. Разошедшийся Парис предложил в этом поединке решить исход вообще всей войны. Победителю достанется Елена, а сослуживцы проигравшего пусть чешут домой, несолоно хлебавшие. Угомонить обнаглевшего юнца вышел Менелай и без особых проблем порвал его, как тузик, тряпку. Тут Парис осознал, что с поединком он поспешил, и сейчас его будут убивать, возможно, даже до смерти. Утирая кровавые сопли, он воззвал к Афродите: «Выручай, родная, иначе вилы!» Но делать нечего. Богиня спасла жизнь своему бестолковому протеже. В поединке победил Менелай, а значит, победа за нами, ликовали греки. Ну да, сейчас.
Зевс, выполняя обещание, данное Фетиде, направляет руку троянского лучника Пандара. Пущенная Пандаром стрела ранит Менелая, и кровавая катавасия закрутилась с новой силой. Опять люди и боги бьются не на жизнь, а на смерть. Вероломство троянцев только обозлило греков. И вот уже Диамет во главе летучего отряда разыскивает на поле боя этого подлого стрелка. Врубившись в строй противника, Диамет выходит с лучником раз на раз. Ну и в ходе зарубы ставит Пандара на нож. А в это самое время Агамемнон, Аякс и Одиссей теснят силы неприятеля по всем фронтам. Гектор вынужден отступить, и на греческом горизонте уже замаячила победа. Но тут снова встревает Зевс. Лучники Энея получают от верховного божества навык сверхточной стрельбы. Стрелы их лупят точно в цель и в буквальном смысле слова косят греческие ряды. Снайперы Энея серьезно ранят Диомеда и Одиссея. Гектор переходит в контрнаступление и гонит греков к их лагерю. Ну, правда, контратака захлебнулась, когда перед троянцами скалой встал Аякс Великий. Но и Гектор был не пальцем деланный. Схватка героев продолжалась аж до самого вечера. На заходе солнца в локацию заявился гонец с Олимпа. Гермес сказал, что все молодцы, и возвестил волю Зевса. Громовержец насытился битвой и велит всем идти отдыхать. Похороните павших воинов и вознесите хвалу богам. На следующее утро Зевс велел богам-олимпийцам в греко-троянскую зарубу не лезть, пускай смертные разбираются сами. Армия Гектора победоносно наступает, тесня греческих агрессоров к их кораблям. Богиню Геру такой расклад не устроил, и она подговорила бога сна Гипноса усыпить Зевса. Посейдон, воспользовавшись моментом, в нарушение запрета смотрящего за Олимпом, открыто вступает в битву на стороне греков. Поддержка бога морей помогает грекам отбросить троянцев от своих кораблей. Видя такой беспредел, Аполлон мчится на Олимп и будит Зевса. Разгневанный Зевс указывает Посейдону его место в иерархии античной мифологии, и тот, поджав трезубец, бежит хорониться в пучине морской. Без поддержки властелина морей греки опять отступают. Раздосадованный таким оборотом дел, побратим Ахиллеса Патрокл слезно молит сына Пелея выделить ему отделение мирмидонян и разрешить вступить в бой. Если не за Агамемнона, ну хотя бы за Грецию. Ахиллес дает добро. Делайте, что хотите, но имейте в виду, я все еще обижен. Напялив для форсу доспехи Ахиллеса, Патрокл выдвинулся на помощь сородичам. Видя, что среди бойцов, пришедших на подмогу, мелькает мундир Ахиллеса, греки воспряли духом и с новыми силами накинулись на троянцев. Появление на поле брани мнимого Ахиллеса и более чем реального мирмидонянского спецназа сделали свое дело. Войска Трои отступили. Патрокл был подобен богу войны. Разил врагов направо и налево. Схлестнулся побратим Ахиллеса с царем Ликии, союзником Трои Сарпедоном. Недолгим был поединок. Проткнул его Патрокл копьем. Погнали греки троянцев. Видя, как победа уплывает из его рук, Гектор, набравшись мужества, вступил в бой с Патроклом. Ну, как и все, он думал, что сражается с великим Ахиллесом. Долгим было их сражение. Патрокл ни в чем не уступал троянскому царевичу, но в какой-то момент опыт взял верх над молодостью и победил Гектор. Забирая в качестве трофея доспехи павшего героя, он внезапно обнаружил, что под ними был не сын Пелея. В
тот день греки отогнали троянцев от кораблей. Спасли флот, но потеряли много воинов. Одиссей принес Ахиллесу грустную весть о павшем друге. Общее горе и ненависть к троянцам примирили, наконец, Ахиллеса и Агамемнона. А посреди ночи Фетида, прознав, что доспехи сына отжали, попросила Гефеста выковать новые, еще лучше прежних. На следующий день Ахиллес во главе своих мирмидонян повел греческое войско в атаку. Горе по зарезанному другану придавало ему неистовой ярости. Врагов он утилизировал просто пачками. Только его усилиями царство Аида пополнилось сотнями новых душ. Рано или поздно должны были сойтись в очной схватке Ахиллес с Гектором. Ближе к вечеру так и случилось. Знал Ахиллес, что, по предсказанию, недолгой будет его жизнь после того, как он убьет троянского царевича. Раньше его это волновало, и он долгие годы, сражаясь на полях Трои, старался избегать этой встречи, но не сегодня. Жажда мести заполнила каждую клеточку сознания Ахиллеса. У Гектора не было ни единого шанса. Сын Пелея превосходил его во всем в разы. Расправился Ахиллес с троянским царевичем без особых проблем. Ужаснулись легкостью, с которой был повержен их лидер, троянцы. Дрогнуло троянское войско. Все победы, достигнутые за последнее время, полностью обнулились. И греки принялись лупить своих врагов по всему полю битвы. Пришлось троянцам отступить за стены неприступного города. Однако бесконечно они там отсиживаться не могли. Рано или поздно должно было закончиться продовольствие, и неминуемо наступил бы голод. Помощь пришла, откуда не ждали. Боги пригнали на подмогу троянцам отару амазонок во главе с царицей Пенфисилией и дикую дивизию эфиопов под предводительством Мемнона. Троянцы тут же воспряли духом и немедленно построились на еще один бой. Битва получилась кровопролитнее всех прежних, как для одной, так и для другой стороны. Ахиллес собственноручно зарезал и эфиопа, и амазонку, но и сам в итоге погиб, поймав пяткой подлую стрелу Париса. Эх, не докупала в свое время Фетида сынишку. Победу в той битве одержали греки. Троянцам с союзниками снова пришлось запереться за городскими стенами. Слишком мало их осталось, чтобы еще раз попытаться дать бой грекам. Однако и греческое войско изрядно поистрепалось. В открытой схватке они бы без особых проблем одержали победу, но для полноценной осады личного состава уже не хватало. А это значит, троянцы и их союзники имели возможность совершать дерзкие вылазки и пополнять запасы продовольствия. Греки оказались перед нелегким выбором. Либо они должны были в короткое время одержать победу, либо пришлось бы вернуться на родину с позором. Не прибавило им оптимизма и самоубийство Аякса. Могучий воин, видя плачевное положение греков, в сердцах начал оскорблять богов, за что Афина поразила его безумие. У Аякса случился психический припадок, и он напал на стадо овец, думая, что убивает греков. Перебив всех животных, он ужаснулся своему поступку, после чего бросился на собственный меч. Вот так Аякс Теламонид по кличке Великий стал Аяксом мертвым. Пораженческие настроения стали все чаще посещать древних греков. В разговорах у костров то тут, то там можно было услышать, что боги их оставили, и пора уже возвращаться домой. Продолжать войну больше не было ни сил, ни средств, ни смысла. Боевой дух греческой армии на нуле. И только Одиссей с загадочной физиономией, перебегая по направлению к ставке командования, во всю глотку поет дифирамбы Афине.
На следующее утро троянцы внезапно наблюдают исход остатков эллинской флотилии, ну и, выждав некоторое время, приходят в брошенный лагерь, состоящий неподалеку непонятной деревянной конструкции на колесах. Не веря собственному счастью, троянцы натыкаются на потрепанного мужичка, который, представившись брательником греческого полководца Одиссея, Синоном, поведал расслабившимся троянцам душераздирающую историю. Он рассказал, что греческое войско отбыло восвояси, оставив на память о себе деревянного истукана. Строили, правда, коня, ну а что получилось, это вам со стороны видней. Самого Синона, якобы напоследок с расстройства, пытались принести в жертву, но тот, улучив момент, оперативно сдриснул в туман и затерялся на местности. Ну и вот тогда грекам пришлось строить жертвенную лошадь. А коня этого ломать нельзя, его для богов строили. Ну а закатить в город и установить на главной площади – это будет самое оно. Боги обрадуются и тем самым ознаменуют окончательную и бесповоротную победу троянцев в этой бесконечной войне. Затаившийся внутри деревянного коня Одиссей, слушая байки своего братишки, покатывался со смеху. Вместе с ним, внутри коня, угорал десантный отряд греков. А тупые троянцы на сказки повелись и закатили деревянного лошадя прямо в Трою. Дождавшись ночи, Одиссей с пацанами вылез из лошадя, в режиме стелс перерезал городскую стражу и впустил армию греков в город. Вот тогда-то жители Трои и поняли, зачем они столько лет держали оборону. Гордые эллины устроили беспощадную резню и не щадили ни женщин, ни стариков, ни детей. Сына Гектора скинули со стены, а Приама убили на пороге храма Зевса. Менелай собственноручно расправляется с Парисом и, наконец-то, возвращает себе красотку Елену. Недобитых горожан угоняют в рабство, а город Трою предают огню. Спастись удается только горстке троянцев. Во главе с Энеем они покинули гибнущий город через секретный подземный ход. В поисках нового дома бригада Энея доберется аж до Италии, а их потомки, Ромул и Рем, заложат первые камни в фундамент Рима. Победоносное веселье, убийства и грабежи продолжались до самого позднего вечера. В самый разгар кутежа между Агамемноном и Менелаем случился разлад. Менелай настаивал на немедленном отплытии домой. Агамемнон же, под предлогом вознесения должных почестей Афине, хотел еще немножко победокурить на Троянской земле. В ходе ссоры братьев парочку недорезанных родственников Приама принесли в жертву на могиле Ахиллеса, и остатки греческой армии разделились на две части. Менелай со своими сторонниками пустился в обратный путь. Ну, правда, слегка заплутал, и дорога домой заняла у него ни много ни мало 8 лет. Ну а вернувшись в Грецию, Менелай жил с Еленой долго и счастливо, а после смерти попал в Элизиум. Судьба Агамемнона сложилась куда менее благополучно. Добравшись до дома на годы раньше отчалившего первым Менелая, он был подло убит в бане своей женой и ейным любовником Эгисфом. Захватив власть в Микенах, эта парочка поддержала жену еще одного героя Троянской войны, волею мстительной Афродиты, замыслившую приморить мужа. Вследствие чего вернувшийся в Аргос Диамет тут же был вынужден снова покинуть родное царство. И в этот раз уже навсегда. Со временем нелегкая занесла его в Италию, где Диамет окончательно обосновался и даже примирился с Энеем. А вот мытарство Одиссея по дороге на Итаку – это отдельная история, которую мы расскажем в следующий раз.
Подписывайся на канал, жми на колокольчик, чтобы точно узнать о злоключениях единственного греческого полководца, который не хотел участвовать в Троянской войне, но в итоге по факту принес грекам победу, чем и навлек на себя еще целый ворох приключений.